Всем привет! Не так давно я выпустил ролик про типы протектора велосипедных шин, и этот ролик посмотрели несколько десятков тысяч раз. За это вам отдельное спасибо. И от некоторых зрителей пришел запрос на разбор размеров шин. Сегодня как раз и поговорим на тему размера покрышек для велосипеда. Вы на канале На Велике с Бананом, меня зовут Игорь, спасибо за ваши лайки, комментарии, поехали! Есть 4 основных размера покрышки. Внутренний диаметр, он же посадочный, его указывают в миллиметрах. Внешний диаметр, он обозначается как в привычных дюймах, так и в миллиметрах в разных системах обозначения. Ширина покрышки в миллиметрах или в дюймах. Высота покрышки. Этот параметр используется реже остальных и видел его только в дюймах, но все же он бывает. Есть системы обозначения размеров шин в миллиметрах и дюймах. В миллиметрах есть две системы маркировки. По ISO, она же Etherto, и французская система, а в дюймах одна американская маркировка. Для начала разберем ISO или Etherto. В этой системе маркировка идет следующим образом. Сразу пишется ширина шины и через дефис внутренний размер шины, он же посадочный. Оба значения в миллиметрах. В этой системе не используют внешний диаметр покрышки. Вторая маркировка это французская. Она очень похожа на Etherto, но в ней сразу пишется внешний. Обращаю внимание, что именно внешний диаметр, а не посадочный, указывается в миллиметрах, а через дефис или знак X указывают ширину шины тоже в миллиметрах. Чтобы обозначить посадочный диаметр, во французской маркировке используют буквы А, В, С, Д на конце. И, к примеру, в маркировке 700 на 38 С буква С означает посадочный диаметр 622 мм. Но тут есть нюанс. В разных размерах колес эти буквы обозначают разные посадочные диаметры. 700 мм это около 28 дюймов, и именно для этого размера покрышки С будет обозначать посадочный диаметр равный 622 мм. Но есть, к примеру, маркировки для колес 26 дюймов 650 на 20 С, где С уже означает посадочный диаметр 571 мм, поэтому будьте внимательны. Сейчас вы видите значение букв для разных размеров покрышек. Американская система маркировки всегда пишется в дюймах. Это как раз те самые 26, 27,5, 28 и 29 дюймов. Плюс бывают дробные значения. Какие обозначения могут быть? Самое простое, когда пишется внешний диаметр покрышки и через знак X указывается ширина. К примеру, 29 на 2,5 дюйма. Это будет означать, что внешний диаметр 29 дюймов или около 736 мм и ширину шины около 50 мм. А могут быть три значения и написаны так. Первое обозначает внешний диаметр 28 дюймов. Второе значение 1,5 дюйма – это высота шины. Третье 1,3 дюйма – ширина. Переводить нормальные цифры, десятичные значения дробей довольно сложно, да и скорее всего будет неточно. Поэтому в наши дни часто кроме дюймов все-таки используют либо французскую систему, либо Etherto, что сильно облегчает жизнь. Ну а если все-таки вам попадутся покрышки, где нет нормальной системы обозначения, то ищите в интернете расшифровку размера. Еще хочется отметить, что американская маркировка самая неточная. Например, диаметры велопокрышки 559 и 571 мм будут обозначаться как 26 дюймов, а велопокрышки, которые имеют диаметр 622 и 635 мм будут иметь размер 28 дюймов. Комбинирование маркировок. Практически всегда при маркировке покрышки используют две системы маркировки. Это может быть сочетание Etherto и французской системы, или Etherto и американской, или французской и американской, или даже всех трех. Это создано для удобства пользователей, чтобы каждый смог быстро понять, какой размер покрышки перед ним находится. Выбор камеры. Как и в покрышках, в велосипедных камерах есть размеры, но так как камера более эластичная, то обычно варьируется в размерах. К примеру, диаметр 29 дюймов и ширина от 1,9 до 2,5 дюймов. Или 700 внешний диаметр и ширина 35-45 мм. Тут все довольно просто. Размеры обода. Также важно правильно выбрать покрышку по вашему ободу. На ободах для этого также указываются размеры. Посадочная ширина обода и посадочный диаметр покрышки. К примеру, у меня указано 19 на 622. Это значит, для моих ободов подойдут покрышки с посадочным диаметром 622 мм, а от ширины обода будет зависеть, какую ширину покрышки можно будет поставить на велосипед. Приведу вам такую таблицу, чтобы вы могли в будущем выбрать нужную ширину покрышки под ваш обод. Почему это важно? Если вы будете на 571 обода пытаться надеть 559 покрышки, то сделать это будет очень и очень сложно. Хотя в обоих случаях будет написано, что это 26 диаметр шин. Поэтому внимательно смотрите на посадочный диаметр. Ширина вилки и заднего пера. Еще важно обратить внимание на расстояние между ногами вашей вилки и задними перьями велосипеда.
потому как в разных велосипедах это расстояние может сильно отличаться. И, к примеру, на шоссейных велосипедах это расстояние будет около 30-35 мм. Что это значит? Правильно, широкую шину вы просто не сможете поставить себе на этот велосипед. Поэтому, если решили перейти на более широкие колеса, то стоит сразу убедиться, а поместится ли на ваш велосипед больший размер. Сегодня мы разобрали много цифр и может показаться, что все сложно, но на самом деле нет, все довольно просто. Буду рад вашим лайкам, подпискам и комментариям, это очень помогает развитию канала. Ездите всегда, ездите везде, это весело и очень полезно для здоровья. До новых видео, всем пока!